Это интервью мы снимали еще в конце 2021 года, но по ряду причин публикуем его только сейчас. Так что если некоторые вопросы покажутся вам неуместными, напоминаем, мы записывали этот выпуск задолго до начала войны в Украине, а ответы сегодня, скорее всего, звучали бы иначе. Неплохое место тебе бы здесь сет снять. Вполне, На ну, людей самом-то очень деле. много. Ну да, тебе же Мы нужно обычно, да, либо это должна быть вечеринка, либо это должно быть прям вообще без людей какое-нибудь, место. да. Мисс Моник. Настоящее имя Олеся Аркуша. 29 лет, проживает в Киеве. Одна из самых гастролирующих и узнаваемых в мире девушек-диджеев. Продюсирует музыкантов на собственном лейбле Sione Records и обожает путешествовать. Как тебе, в принципе, в Израиле? Мне очень нравится. Особенно Тель-Авив, ну так как я за границу Тель-Авива особо не выезжала, только так, чисто для вечеринки, погулять не получалось пока, но в общем Тель-Авив мне безумно нравится, и я бы сказала, что это один из любимых моих городов для прогулок, ваша набережная, порт, это прям место, которое меня как-то, не знаю, каким-то чудным образом перезагружает. Вот если... Именно набережная Тель-Авива? Да, мне безумно нравится здесь гулять, и когда я прилетаю, неважно, я устала или после там нескольких перелетов, я первым делом бросаю вещи и иду гулять на набережную. А где, в принципе, как бы ты была еще в Израиле? В Иерусалиме была? Нет, вот я не была, но так как нам повезло, мы приехали в этот раз на целых 10 дней в Израиль. То есть мы сейчас остаемся в Тель-Авиве на 5 дней, здесь я снова погуляю. И я думаю, в понедельник мы поедем в Иерусалим на 1 день. Возможно, мы еще будем ехать на следующую вечеринку в другом городе, 400 километров отсюда. Возможно, по дороге в Элад, да. Мы, возможно, тоже куда-нибудь заедем еще. Ну, я надеюсь, что в этот раз Вам нужно обязательно посмотрим. через Мертвое море проехать, если вы поедете в Элад. Если на машине, да, я так понимаю, что это по пути где-то, поэтому... Да, это прям по дороге. Да, я Примерно надеюсь, часа получится. Мне бы полтора от центра. хотелось. Да, Давай. выпьем. Правда, Олеся пьет воду, я пью вино, но... За Ну, знакомство. Олеся мало килограмм, если выпьет вино. Да, вот поэтому я пью вино, и я много килограмм. Ну, да, я согласна. Ты очень много гастролируешь по всему миру. Какую страну ты могла бы вставить в параллель с Израилем? То есть между какой страной и Израилем ты могла бы провести параллель? Ну, на что тебе это напоминает? На что это может быть похоже? Кстати, какой ты раз в Израиле, в принципе? Как раз вот мы сегодня читали, по-моему, 5-й раз в Израиле. 5-й раз? Да. Ну, мы как раз вот позавчера ехали с аэропорта вот в город, в Тель-Авив, и обсуждали то, что Израиль, Тель-Авив конкретно, опять-таки, я говорю только о нем, так как я дальше особо не выезжала в плане как туристического осмотра достопримечательностей, ни на что не похож. Вот, не знаю, даже столько стран у меня было в списке, но сравнить почему-то не с чем. Не знаю, он какой-то уникальный, что ли. Но это ты еще, в принципе, нигде, кроме Тель-Авива, не была. У нас есть действительно места, которые очень уникальные. На севере, какие-то пустыни на юге. да. То есть. Но если вы приехали на 10 дней, я думаю, вы успеете. Ну, я уже надеюсь, да. Вы то... еще успеете Да, хотя бывает, знаешь, так приезжаешь на неделю и умудряешься не посмотреть ничего. Причем вы очень хорошо как бы договорились по выступлению, потому что у тебя, получается, выступление было первое в первый день, ну, там, В первую четверг, ночь, да. А последнее будет день перед тем, как вы Да, в следующий улетаете. четверг, То есть у вас получается, у нас... фактически неделя есть да. здесь Ну, гулять. я думаю, что поездка будет насыщенной, потому что, во-первых, мы интервью вот записываем, тоже интересно, круто, и мне приятно познакомиться с новыми людьми также. 100% взаимно. Вот сегодня ночью мы тоже решили еще поехать на вечеринку, так как у вас прям этот уикенд супер мощный по разным артистам, и Тейлор Фас, и Стефан Бодзин, и Диксон, поэтому Тейлор Фас я пропустила, Бодзина тоже я сегодня отсыпалась ночью, поэтому сегодня мы пойдем, точнее ночью, поэтому сегодня мы пойдем, наверное, на Диксона. Ами и Диксон. Да. И я прям очень хочу, потому что это будет одна из немногих вечеринок, где я просто Где ты посетитель. гость. Где ты Да, гость, я да. просто буду наслаждаться музыкой, вайбом и просто отрываться, и все. В какой стране публика принимала тебя лучше всего? По ощущениям, честно. До Израиля это была
ну, даже не то, что Аргентина, это была Южная Америка, скорее всего. Аргентина была первая страна, после которой я вернулась, и вот так вот просто села дома и была в шоке, не могла понять, реально ли это было, или это все-таки мне приснилось, потому что до Аргентины у меня были классные вечеринки, все, но такой реакции и такой атмосферы, которую создавала аргентинская аудитория, я до этого, наверное, не встречала. Это уникальные, в принципе, очень уникальные люди, потому что они на 100% обожают электронную музыку, они живут в ней, особенно форматом прогрессива, мелодика, и поэтому это было в Аргентине впервые. Затем я приехала в Тель-Авив, и у меня была вечеринка в форуме, это был в прошлый раз, в августе. В Бершеве, да. И был такой момент, когда мы, получается, зашли уже в сам клуб и шли вдоль танцпола, и кто-то увидел меня, и они просто как начали кричать. И я думаю, ого, это круто. Знаешь, то есть, когда люди тебя так жарко встречают, я рассказываю, у меня мурашки по телу, потому что, ну, такие моменты, знаешь, которые ты не забываешь. Вот, поэтому я думаю, что Южная Америка и вот Израиль — это прям очень, очень крутая атмосфера. И всегда люди очень, вот именно правильно сказал, теплые. И темперамент здесь такой очень, да, очень мне горячий. безумно нравится здесь играть. Кстати, просто все, кто первый раз приезжает в Иерусалим, все говорят, что, мол, это какой-то особенный город, вот там вот какие-то ощущения начинаются, типа. Ты, кстати, сама, ты верующий человек? Как сказать? Так, чтобы я ходила в церковь и что-то в таком плане, я не делаю этого. Я верю в карму, в то, что если ты делаешь какие-то гадости, пакости людям, это тебе обязательно возвращается. И я не один раз это на себе проверила. У меня была ситуация смешная очень много лет назад, больше, наверное, 7 лет назад. Значит, бывало такое, что я как-то там за спиной могла какие-то неприятные вещи думать, говорить, возможно, о людях. И я приезжала на вечеринку. Всем, как бы, это нормально. Это бывает да, я понимаю, что это нормально, но в моем случае, мне кажется, это был чуть-чуть перебор. Иногда ты можешь что-то в голове держать, но не всегда озвучивать, знаешь. И, значит, я приезжала на вечеринку 3 недели подряд, по-моему, я была на резиденции в одном клубе, и только на мне всегда вырубался свет. Один раз, второй раз, и третий у тебя раз. такая причинно-следственная связь сработала. Нет, у меня это вообще в голове не сработало. Но затем мне друг сказал, а ты не задумывалась, почему так? И когда я села, так чуть-чуть включила свой мозг и проанализировала, я поняла, что, возможно, с этой стороны нужно что-то изменить. И когда я чуть проще начала ко всему относиться, меньше думать плохого, больше фокусироваться на каких-то хороших моментах жизни, у меня как-то все пошло лучше, свет перестал выключаться, оборудование всегда работало отлично. Вот, поэтому, да, вот в карму я верю, в то, что нужно делать, то, что ты хочешь получить для себя, вот, делай... Эффект бумеранга. Да, вот в это я верю, я практически, уверена, что это работает в мире. Когда вы все-таки доедете в Иерусалим, мне будет интересно потом, что ты скажешь, потому что, люди действительно говорят, вот, приехал в Иерусалим, там, пришел к стене плача, и вот что-то ощутил, чего не ощущал никогда. Честно, у меня такого нету, то есть я живу в Израиле. Но ты же понимаешь, что это может быть еще в голове, что ты себе там послушал, послушал, и у тебя уже это в подсознании заложено, что ты придешь туда, и у тебя это будет. Но, может быть, и люди действительно что-то ощущают. Интересно, как это будет у тебя действительно. Жаль, что ты мне сейчас это сказал, потому что у меня тоже может этот эффект отложиться, и когда я приду, там что-то будет. То есть ты думаешь, что ты заложишь себе вот эту вот программу в голову заранее? Вполне вероятно, вполне вероятно. Я такой человек, который, может такое произойти. Ты самовнушаемая? Бывает иногда. Стараюсь с этим бороться, но да, бывает. То есть, получается, если ты внушаемая, значит, тебе достаточно важно, что про тебя говорят и думают другие. Да, это тоже такой, я считаю, мой минус, что я часто не то чтобы завишу от чужого мнения, но мне важно это. И тут, я думаю, важно держать баланс. Ты творческий человек, это абсолютно нормально. Моргенштерн, он все комментарии про себя читает всю жизнь. Говорит всем, что ему вообще там похуй на все, но при этом он читает. Ему похуй, но он это не раз говорил, и во многих интервью он говорил, ребят, я читаю про себя комменты, и я хочу доказать, что, мол, ты как бы там, ты про меня там сказал, что-то написал. я тебе докажу обратно. Я тебе докажу, что вот это много раз говорил. Я комменты тоже читаю, но мне повезло, что у меня большинство комментариев это не хейтеры, это люди, которые просто какие-то хорошие комментарии пишут. И я думаю, это круто, потому что если бы там было очень много плохих, я бы с ума, наверное, сошла. Ты бы загналась на эту тему? Я думаю, да.
Но я стараюсь с этим бороться. Я знаю, что это не совсем правильно, прям, знаешь, как-то настолько акцентировать внимание, но я очень положительно отношусь к какой-то критике, которая заслужена. То есть, если мне человек, например, там пишет, я не знаю, ну, самый банальный, там, ты постоянно там волосы трогаешь, знаешь, там, я задумаюсь об этом, скажу, что да, наверное, этот человек прав. Ну, и в таких моментах немного, но они бывают. Поэтому к таким комментариям я прислушиваюсь, потому что люди все-таки видят со стороны то, чего ты, может, не замечаешь. И такие комментарии — это круто. А вот всякие там, не знаю, что она там крутит, что она там это, на такие я стараюсь не обращать внимания. У тебя были гастроли даже в Саудовской Аравии и в Пакистане. Да. Ну, как Я, бы кстати, Саудовская думала, Аравия... что вот это первое название, я не думала, что можно произносить. Как, подожди, с какой страной? Все верно, Саудовская Аравия. Да, В смысле, сейчас что ты была в расскажу. Саудовской Секунду, Аравии? Ну, да. во-первых, эта информация есть в интернете. Что ты там была. Нет, о том, что я была там, в этом плане нет никакого конфликта. Ну. Я имею в виду, что когда я была в Саудовской Аравии, честно, я в политические моменты своей страны вникаю очень отдаленно. Это позже. Да. Об этом позже. А чужих стран так тем более. Я творческий человек, я приезжаю рассказать свою музыкальную историю людям, обменяться какой-то классной энергией, и все. И когда вот мы приехали в Саудовскую Аравию, мы сидели, так у нас был ланч с нашими организаторами, и не помню, какую-то я историю рассказывала смешную, которая у меня произошла в Израиле. И они просто все чуть не упали за столом, что я произнесла это слово. И для меня, честно, я правда говорю, я не знала. Наверное, это моя необразованность была. И мне потом мой менеджер говорит, ты что, зачем ты это сказала? И потом мне уже нормально объяснили, говорят, здесь это название этой страны не произноси. Поэтому, когда я шла к тебе вот на интервью, я это вспомнила, этот момент, и думаю, наверное, здесь лучше не упоминать Саудовская Аравия название. Я тебе объясню Не разницу. знала. Я тебе объясню, в чем разница. Арабы нас, израильтян, ненавидят люто всей душой. Мы обороняемся. Поэтому у нас нет никаких проблем говорить про Саудовскую Аравию, про Ирак, про Иран, я про поняла. Сирию, как бы и так далее. То есть, ну, это их проблемы, не наши. Вот. Я хотел, мне больше интересно было про Пакистан, потому что Саудовская Аравия, как бы, да, это страна, которая все-таки начинает развивать туризм. Уже снова закрылись. Они открылись, мы приехали, посмотрели, только мы уехали, они сразу закрылись снова из-за карантина и всех этих... Нет, ну они сейчас закрыли, да, потому что там Мекка, они закрыли это все на карантин. Да, Окей, да. но, то есть, в принципе, идея была в том, чтобы они Да. начали развивать туризм, пускать туристов, потому что раньше нельзя было попасть сюда. Да, да. 5-7 лет назад. Ты не Да, мог попасть в всё было Саудовскую закрыто. Аравию там по туристической визе, то есть не было такого. Но Пакистан, как ты попала в Пакистан? Как бы, это же Пакистан. Ну, значит, как было? Нам пришел запрос, как обычно, нам приходит запрос на почту о том, что мы хотим сделать вечеринку в Пакистане. Мы тоже так посмотрели, Пакистан, вечеринка, окей. Обычно у нас контракт, там, 3 страницы, какие-то, знаешь, стандартные условия, ничего особенного. Но для Пакистана, так как мы ничего не знали об этой стране, и первое, куда ты обращаешься, это Google или YouTube. И мы вбиваем в Ютубе, значит... Что делать в Пакистане? Нет, мы вбиваем просто Пакистан. Мы решили так не углубляться, хотя бы Пакистан в общем, чтобы знать. И нам выдает, значит, там несколько видео. Первое, это как какой-то турист сидит в пакистанской тюрьме, и там все очень печально. Второе, это как другой турист там и перевозят его с одной точки в другую точку, тоже с какой-то армией, и там его на каждой точке какой-то допрос устраивают. И третий, там тоже было что-то в этом духе, короче, и мы такие смотрим и понимаем, что окей, нам нужно контракт изменить там до страниц 15. 2 джипа с охраной. Так и было. Но, честно, я тебе расскажу, в конце это было все совершенно иначе, чем мы себе представили. Значит, мы составили контракт, все. И вечеринка была, на самом деле, с очень классной компанией Tetra Pak. Она во всем мире известна. Это то, что внушило нам доверие. То есть, когда нам прислали уже полностью все То есть описание. известные какие-то промоутеры. Нет, это Tetra Pak, это по... Артем, извините, что Tetra Pak, они же по переработке или по упаковкам, чем они занимаются? Упаковка
упаковка, там что-то такое. Короче, то есть это никак не это связано с... корпоратив какой-то большой компании? Да, что это ли? никак не связано вообще с окей. электронной музыкой, с Окей. вечеринками. Они просто Нет. решили кого-то компания, привести своим работникам. Да, которые хотели сделать вечеринку с артистом, которого там многие слушают. Вот. И они сказали, что сделают 2 вечеринки. В общем, мы отправили контракт, все. Когда мы делали визу, было очень тоже странно. Мы приехали в посольство, это в Киеве было. Выглядело, значит, посольство как просто частный дом. Рядом гуляет мамочка на территории, там шашлыки готовятся. Мы заходим, и там ни одного... один человек сидел. И когда мы к нему зашли, он говорит: о, что вы там, летите в Пакистан? Зачем? Нет, мы говорим, да, он такой: вам там понравится, и ушел. Мы такие, ну ладно, наверное, это правда интересная страна, будет что-то классное. Вот, нам дали визу, все, мы прилетаем, значит, и здесь уже все изменилось, потому что аэропорт, все круто, все вежливые, там никаких проблем. И мы выходим, значит, с аэропорта, и нас встречают 2 джипа. Мы думали, что один джип это мы едем, а в втором джипе это там, может, охрана, потому что у нас тоже это был момент указан в контракте. Оказывается, что они пригнали 2 джипа для того, чтобы я поехала отдельно и мой менеджер поехал отдельно. Мы как-то такие, да, нам нормально, в одной машине. В общем, мы сели в одну машину, а вторая ехала просто пустой. Мы просто поясним, твой менеджер — это Артем. Да, да. Мы в большинстве случаев, если Понятно. это не Южная Америка, я путешествую с ним. В Южной Америке у нас другие менеджера, с которыми тоже я там могу ездить, то есть так это работает. Вот. В общем, мы приехали, и в первый день нам поставили 2 охранника, которые просто на 100% выполняли свою работу, они даже детей от нас отбрасывали, хотя ребенок просто рядом прошел, но он его вот так взял, поднял и говорит: иди, отойди на 2 километра отсюда, знаешь. Это мы в музей просто зашли, там, где общедоступная территория, все гуляют спокойно. Короче, никакого напряжения там не было. Мы на 2-й день попросили от нас убрать вообще охранников, потому что, во-первых, они пугали и нас, и окружающих. И мне кажется, в них не было надобности. В результате, когда мы уже пошли гулять по городу просто с нашим пакистанским менеджером, ну, ни одной ситуации не было, которая бы заставила нас чувствовать себя там в опасности или еще что-то. Был еще смешной момент, получается, чтобы как-то выделяться, потому что у меня такая внешность, знаешь, смуглая, все, и я как-то там была больше как местная. Я даже себе линзы какие-то надела голубые, чтобы глаза изменить цвет. И, значит, к нам подходят, меня говорят: можно там сфотографироваться? Я такая: да, конечно. Мне дают в руки телефон и фотографируются с моим менеджером. Потому что у него голубые глаза, у него светлая кожа, светлые волосы. И я так понимаю, для них такой человек, такой внешности. У меня во Вьетнаме такое было очень много. Ты можешь понять, да, потому что у тебя тоже глаза светлые и внешность. Да, в общем, мы начали фотографироваться, там просто набежала толпа людей, настолько много, что мы не могли потом выбраться. Нас уже менеджер говорит: прекращайте, потому что все больше и больше будет людей приходить, и вы просто отсюда не выберетесь. В общем, это то, как вот нас встретила эта страна, очень дружелюбно. И когда мы уже уезжали, ребята, которые нас приглашали, они нас просто обдарили таким количеством подарков, полностью сделали нам национальные наряды, вплоть до обуви, в общем, там и мне, и менеджеру, и, ну, это была очень дружественная страна по отношению к нам, и я еще заметила, что я это говорю не как артист, потому что у нас там, знаешь, бывает такое, что ты приезжаешь как артист, у тебя одно отношение, если ты там как турист, совершенно другое. Тоже этого не было, потому что мы гуляли как отдельно, так и с нашими организаторами, и все было очень круто. И вечеринки, кстати, тоже прошли хорошо. У нас было 2 вечеринки в 2 городах, и все, что до этого я себе думала об этой стране, какие-то, знаешь, то, что я там почитала в интернете, посмотрела какие-то видео, все это оказалось... Опять-таки, понимаешь, в любой стране есть те районы, здесь куда тоже тебе... могут тебе показать фотографии, где у нас танки стреляют, и люди взрываются, как бы, да, и кого-то режут на улицах. Да. Да, я думаю, в каждой стране есть такой район, куда тебе там лучше не идти. Есть туристический, есть не туристический, знаешь, поэтому как бы... И я еще отсняла блог о Пакистане, кстати, на Ютубе. Да, я видел. Вот, поэтому Я видел, мне ты очень там по рынку понравилось. гулял, я видел. Ой, где мы только не гуляли, и в горах, и по рынку, и везде, как бы, поэтому очень Но понравилось. это уже давно было, да? Я думаю, да, года 4, может быть, да, где-то 4 или... Да, я помню, у тебя там три года волосы там назад. длиннее были. Разве? По-моему, Нет, такие же были. Да? Да, просто больше зеленых было.
А скажи, была ли страна, в которой тебе было некомфортно или неуютно выступать за всю карьеру? Только честно, Хорошо, врать не буду. без политической корректности сейчас. По каким-либо соображениям, причинам. Ну, наверное, это была Индия. Индия. Да, но это, знаешь, как я всегда говорю о том, что когда ты едешь в какую-то страну, все зависит от того, как ты воспринимаешь. Если ты стараешься принять ее культуру, манеру жизни, правила жизни, тебе будет намного легче. Но у меня Индия была первой иностранной вообще страной, куда я поехала, и прям впечатлений было слишком много. Это был твой первый гиг за границей? Да. Именно Индия? Именно Индия. Если бы я могла переиграть, я бы ее поставила куда-нибудь, не знаю, ну, может, Когда ты уже привыкла к экзотическим Да. странам, А так ты наверное. приезжаешь, и мы еще прилетели в аэропорт, который... Я уже точно не помню, либо это было недалеко от города, где сжигают тела, и там, как бы... В общем, аромат... Когда я вышла из аэропорта, на меня просто вот такой не самый Амбре. приятный аромат. Вот вся эта жизнь, которая очень быстро все, ну, и улицы как-то... Я не хочу как-то обидеть, знаешь, просто... Послушай, то, что в Индии дикая антисанитария, Да. как бы это известно всему миру. То есть ты тут ничего нового не скажешь. Вот, да, поэтому это в факт. первые пару дней я просто старалась адаптироваться. И уже на 4-й день я спокойно себе гуляла там по рынкам, по каким-то достопримечательностям. И, в принципе, меня эта страна уже А ты, зашла. кстати, вот в таких вот странах, как Индия, там, Аргентина, ты как бы ничего там не заражалась, ничем? Не было такого, что там Нет, какую-нибудь нет. там малярию, не дай бог? Не, что-нибудь в этом роде? как-то повезло мне. Нет, ничего такого не было. И прививки какие-то тоже Потому что специально тебя не просто делала. по всему миру вот так вот мотает, причем как бы в Возможно, у самые меня такие уже далекие иммунитет страны. хороший. Единственное, что я вспомню, что в Непале как-то я съела неудачный то ли бургер, я не помню что. И, в общем, на 3 дня я просто свалилась с температурой 40, и я думала, честно, что вообще не выберусь. Прям очень сильно плохо было в тот момент, отравление было жесткое. Но я думаю, это была больше моя глупость, что я поела не в тех местах, в которых нужно было. Непал, бургер. Может быть, оттуда Да. корона пошла, нет? Нет, это было давно. Нет. Да. Она бы уже давным-давно быстрее бы распространилась, поэтому нет. Ладно. Твой псевдоним Мисс Муник, он имеет какую-то смысловую нагрузку или это просто красивое словосочетание? Я даже уже думала, может, придумать какую-то интересную историю. Легенду, Да, меня да? все так спрашивают часто об этом, но там нет никакой интересной истории. Мы просто сидели, искали в интернете какие-то имена и... То есть это твой первый диджей-псевдоним, да? Да, первый, ну, вроде бы здесь последний. Не, ну я имею в Если виду, вдруг как я- бы ты до того ты не... Нет, мы сразу с этого начали, да. Причем, когда мы выбирали, мы уже думали о том, что этот псевдоним должен быть каким-то, в случае, если мы выйдем на международный рынок, знаешь, и как-то покинем пределы нашей На вырост. любимой Украины, да. На вы раздели. Да, поэтому мы сразу думали о каком-то международном, и это была идея моего менеджера. Он сказал, говорит, вот имя Моник очень красиво звучит, и вроде бы тебе подходит, но как-то скучновато, потому что только одно имя. И он говорит, давай добавим приставку «мисс», и зазвучало красиво. Сколько лет назад это было? 11. В 10-м. Да. 10-го года. Да. Господи, сколько же вы вместе-то? С самого начала. Это Артем, кстати, был человеком, который научил Ввел меня тебя в играть. диджей. Да, это понятно. Но это Да, же как бы... да, это- и с того момента как-то вот мы вместе, и на самом деле, я надеюсь, еще долго То есть будем вместе. молодая Это- девочка познакомилась с диджеем на тот момент, Да, который... Артем был тогда диджеем, и вот... Ей понравилось, такая научи меня, Ну нет, а мне он не знал, он что она в понравился, конечном итоге нет, стала мне мировой понравился как звездой. диджей не Артем, мне понравились другие ребята. Мы просто я начала с ним, точнее, посещать разные мероприятия, всякие вечеринки, и вот там я увидела несколько артистов, которые мне понравились, и решила тоже попробовать. И тут как раз И тут как раз- под рукой отличный друг, который может научить И сразу. тут все сложилось, да. Да, поэтому он научил. Ты, кстати, знаешь, что когда ты пишешь «Мисс Муник» в Гугле, как тебя определяет Google? Как определяет? Как определяет? Что он пишет? Ну, я как-то недавно смотрела, но видела только ссылки. Что ты имеешь в виду, что добавляет какие в поисковике? Нет, никакие в поисковике. Вот ты пишешь чье-то имя, допустим, ты пишешь там, я не знаю, там... И ничего в голову не приходит. Пишешь Владимир Путин, он тебе пишет политик. Там, пишешь Юрий Дудь, он тебе Нет, пишет журналист. нет, не видела. Смотри. Мне интересно.
У меня, по крайней мере, ничего подозрительного не выдавало. Ютубер? Серьезно? Клянусь тебе, первый раз вижу. Ютубер? Кто это так написал? Это Google так пишет. Google определение? Ну, как бы вот. Когда ты вводишь в Гугле Мисс Моник, Он у пишет тебя... ютубер. Определение? Ютубер. Спасибо. А ты не знала, серьезно? Нет, ты не нет. видела? Ну, как бы по факту так и есть в какой-то мере, Вот, да. так вот это я и хотел спросить. Ты себя на сегодняшний день, ты как бы себя кем больше чувствуешь? Диджеем или все-таки ютубером и контент-мейкером? Я думаю, что это все взаимосвязано. Я не могу здесь выбрать, потому что я диджей, который начал свое развитие на Да, платформе из контента, YouTube. понятно. Да, да, поэтому... Если завтра, допустим, нужно было бы выбирать, либо ты играешь, но больше не пишешь контент в YouTube, не записываешь ничего, либо ты пишешь в YouTube контент, монетизируешь и все остальное, но не играешь. Ты бы что выбрала? Такие вопросы из стиля Собчак, что хуже? Ну что это вообще такой за ужасный вопрос? Зачем ты его вообще задал? А можно не вы? Ну как это? Ну, хочешь, я просто... буду спрашивать, почему ты начала красить волосы в зеленый Нет, цвет, и это все будет... У меня вот- тоже есть интересная история по этому. Нет, на самом деле я просто не знаю, как мне... как я могу быть без Ютуба. И Ну, смотри, если бы ты Как-то- сегодня... Ну, так, мы представим такую фантазийную ситуацию, если бы ты сегодня жила в России, в которой в скором времени все говорят, что появится суверенный интернет, и YouTube закроют, то этот выбор стал бы довольно острым. так там уже Как выбора вариант. и нет, как бы. Если его закрыли, то у тебя уже один вариант. Вот, так вот я поэтому и спрашиваю, для тебя лично что было бы, ну, вот, на чем бы ты осталась? Скорее Что тебе нравится всего, больше? нет, мне нравится, это совершенно разные вещи вообще. Одно дело, когда ты приезжаешь на вечеринку, у тебя Я не про личный деньги. контакт, я тоже о них не говорю. Когда ты приезжаешь, у тебя личный контакт, ты видишь все эти лица, ты можешь их обнять, это энергия, пообщаться. да, это сумасшедшая энергия, я согласен. да, это одна обстановка, один вайб, это совершенно другое. И когда ты на Ютубе, например, в моем случае у нас есть немаленькая комьюнити, которая собирается на каждый стрим, и мы можем, то есть ты не зависишь от каких-то планов, там, тебе не нужно физически никуда уже, ты просто открываешь свой смартфон, заходишь на стрим, и неважно, что ты делаешь. Кто-то из ребят, например, не знаю, работает сейчас, кто-то там нянчит ребенка, кто-то на пробежке, кто-то за рулем в пробке едет домой. И это действительно реальная история, потому что люди, когда мы общаемся в стримах, они всегда мне пишут, что они в этот момент делают. И это совершенно другое общение. Поэтому если уже стоит ситуация, что так выбирать, скорее всего, я бы оставила YouTube, потому что он может компенсировать вот эту часть общения, которую ты получаешь в клубе, и как-то, но при этом ты продолжаешь и с музыкой чаще, у тебя больше возможностей в YouTube, ты не так зависишь от обстоятельств, как если вечеринка. Он действительно, как бы, когда делаешь контент, ты можешь Да. делать контент. То есть ты, в принципе, можешь то же самое делать в онлайне, как и все Да, вот но у последние тебя еще, знаешь, в 1,5 чем? года. От локации, то есть ты же в какой-то стране находишься. А у нас комьюнити, когда вот у нас есть традиционные вопросы, из каких стран люди сейчас смотрят и находятся на стриме, и там все настолько разные страны, что когда на вечеринке, понятное дело, не все могут себе и позволить, и время, и финансы, то есть куча всяких моментов, куча всяких «но». А все-таки YouTube — это то, куда ты можешь прийти, как я сказала, в любой момент, и неважно, что ты делаешь сейчас. Это более доступно, поэтому я бы, скорее всего, выбрала бы YouTube. Как, кстати, у тебя прошли 1,5 года короны, когда нельзя было ничего никуда? YouTube. Благодаря тому, что до этого, на самом деле, я единственное, вот в чем почувствовала, что была такая ситуация, это то, что все было закрыто. В первый месяц это, как для всех, наверное, это было страшно и непонятно. Страх от того, что ты не понимаешь, насколько долго, насколько серьезно и какие масштабы всего вот этого. На самом деле, в первый месяц как бы все над этим ржали. Ну, там были мемы Я не и так ржала, далее. мне было Нет. страшно. Нет, я не ржала. У нас все было. Ну, закроют неделю, 2, 3, 4, как бы, ну. Я просто тот человек, который, если где-то услышал информацию, я зайду еще на несколько источников и начну проверять, читать, как-то пытаться изучить, что как. Поэтому мне сразу эта ситуация показалась серьезной. И То есть ты сразу загналась?
Ну, да, я загналась. Да, я хотела сказать, что да, я загналась прям, и первый месяц было непонятно, что вообще, как делать, но мы решили просто как бы сделать упор на YouTube, и тем самым мне было легче переживать всю эту ситуацию, потому что наши комьюнити, мы друг друга поддерживали. И это, знаешь, так круто, когда ты просто идешь на стрим, и каждый человек там пишет, что у них происходит, как они это переживают, а как ты это переживаешь. Бывает такое, что там кто-то, не знаю, у нас там заболел короной, и он получает там десятки комментариев, что там, слушай, мы с тобой, там, держись, знаешь. Ну, то есть, Поддержка, понятно. да, это так важно было. И вот мне кажется, вот эти стримы, как мне помогали, так помогали и тем людям, которые приходили на них. Поэтому мы сделали упор на это. Также я занималась лейблом своим, и у меня было намного больше времени, потому что когда ты в разъездах все время, у тебя либо нет связи, либо нет времени, и ты не всегда можешь проводить достаточно времени там с почтой, с демо, со всеми этими моментами, короче. И да, у меня было достаточно времени проработать те направления, которые до этого из-за отсутствия времени я не могла доработать. Поэтому я воспользовалась этим, мне кажется, За эти прям... 1,5 года очень много музыки написалось по всему Да. миру. Просто килотонны, наверное, да. Поэтому, и плюс я старалась воспринимать это, знаешь, как Ну и какие-то... отдохнула дома немножко тоже. Даже слишком. Наверное. Прям я вот сейчас возвращаюсь домой, но максимум 3 дня, и мне уже нужно уезжать, всё, потому да? что, да, мне не хочется совсем как-то вот это останавливать, это движение, которое снова возобновилось, знаешь, после короны. Поэтому, ну и плюс я восприняла это так, что окей, у меня больше времени на все. Как бы, поэтому я старалась не параноить, а фокусироваться на чем-то хорошем. Ты в одном интервью не так давно рассказывала, что тебя поначалу не воспринимали Да. как диджея. А расскажи, в чем это выражалось? Ну смотри, 10 лет назад девушка-диджей, это даже сейчас иногда, мне кажется, все-таки чуть-чуть осталось вот это, знаешь, несерьезное восприятие. какое-то- Стриптизерша за пультом. Как обычно. в 10 лет странах назад, СНГ, да. скорее всего, да. Сейчас уже чуть-чуть, не чуть, а все, намного не все, легче, конечно, да. не все, да. Но этого как- очень много. Мне было очень сложно, не знаю, возможно, мне нужно было доказывать, что я не просто там девочка, которая крутит что-то на пульте, и она вообще не понимает, что она делает. Нужно было как-то доказывать, и плюс еще такой момент, у меня были такие выкрашены в ужасный белый цвет волосы, и это тоже как-то все к образу, знаешь, не добавляло серьезности. Было поначалу сложно. Затем как-то я начала больше развиваться, а сейчас мне стало просто все равно на то, как бы, что в этом направлении думают. Как я тебе говорила, если это критика, которую я заслужила, я ее воспринимаю. Если это что-то там, она девочка, она просто крутит, или там еще какие-то похожего рода комментарии, на них теперь мне все равно. Твой менеджер, с которым у вас отношения много лет, и твой молодой человек, мне интересно, вот ваши отношения, которые в принципе, как бы они профессиональные и личные, у вас бывают какие-то ссоры на тему именно твоей деятельности? Потому что, как бы, у вас, в принципе, семейный бизнес. Да. Вы делаете все вдвоем, у вас общий лейбл, у вас общие съемки, у вас общий Вся YouTube, работа, это у вас, всё вместе, У вас, да. как бы, общие доходы, разумеется, то есть у вас общее все. Да. Когда общее все, вы, получается, у вас как бы партнерские отношения, но партнерские отношения с парнем, как бы, или с девушкой, это, я думаю, я так думаю, это сложно. Это на самом деле сложно? Или у вас это проходит Очень легко? плохо. Смотри, если бы я еще раз, если бы вот спросить меня, что сделали я бы так еще раз в своей жизни, никогда. Работала ли я бы с кем-то из семьи? Никогда. Я бы больше никогда бы в жизни не смешивала эти два пути. Я не сожалею ни в коем случае о том, что есть сейчас, и мы продолжаем это делать, но это стоило понятно, если ты очень... сожалела, вы бы сделали что-то Да, по-другому. да, это стоило очень-очень больших усилий, чтобы найти этот баланс. И это прошло через такое количество конфликтов, что, мне кажется, можно сделать книгу конфликтов, знаешь, наших. Вот их настолько было большое количество, и это сложно. Слушай, но тем не менее, если ты говоришь, что это сложно, тогда это вдвойне достойно какого-то уважения, потому что, пройдя через все вот эти вот конфликты, которые ты говоришь, вы все равно как бы добились того, чего вы добились вдвоем. То есть вы дошли до того момента,
в котором как бы ты мировая известность, ты мировая звезда. Ну, я бы не сказала. Я бы сказала, что еще столько всего, куда нужно идти. И мировая, мне кажется, это очень громко сказано. Я же это не, факт. Ты в не диджеинге. Тейлор Фас или Соломон, я не знаю, или Борис. То есть Ты в мне еще диджеинге находишься примерно там же. Но По да- уровню известности ты находишься Нет, примерно я там думаю, же. что далеко нет. Я же, ну, я реалист, и как бы я понимаю, что да, узнаваемость какая-то есть. Есть, например, на Ютубе я вижу, какой у нас большой комьюнити. Но я понимаю, что до тех результатов, которых мне бы хотелось и которые имеют топовые артисты, нужно еще очень много работать, упорно. Соломону и... сколько лет? Соломону? Да. Я думаю, около 45. 6. А тебе сколько лет? Мне 29. Вырежешь. Тебе 29. Вырежешь. Да. Я был уверен. Хотя, в принципе, если начала играть в 2010 году, Да, 11 лет, 18 но начала. то, что ты выглядишь года на 23, как бы ты знаешь, Спасибо, я думаю, да. без меня. Да, это Я факт. стараюсь, да, чтобы максимально продлить этот эффект, да. Ну, спасибо маме, папе, бабушкам и генам. Вот. А вот ты говоришь, было большое количество конфликтов. А как бы на какой почве? На почве работы. Артем очень такой сложный человек. И если он что-то видит, чаще всего он прав. 99% он прав. Поэтому, Это очень мудрая позиция женщины. поэтому мне нужно было... И, во-первых, он в этом больше разбирался на тот момент, когда я начинала. Я вообще ничего о диджействе не знала. И он до этого уже достаточно много лет в этом был, поэтому, конечно, его мнение для меня авторитетно. И почему-то вот так сложилось, что это не потому, что я хочу ему сделать комплимент или еще что-то. Он действительно прав в большинстве ситуаций, и мне было сложно, не то, что сложно, мне нужно было перебарывать себя в каких-то моментах ломать себя, знаешь, потому что когда ты, там, не знаю, просто в жизни человека, это одно. Когда ты идешь как-то по пути быть артистом, это совсем другое. Слишком много, знаешь, всяких «но». Ответственности сразу. Ответственности, да. И я по своей натуре человек такой, знаешь, где-то летаю, там у меня, ну, как-то... Единороги? Единороги, да, мы вчера буквально с Артемом смеялись, он говорит, да, единороги, вот. Поэтому вот на почве работы, да, это было очень много конфликтов, что нужно менять это. И сейчас я понимаю, что когда я смотрю на себя даже 5 лет назад и сейчас, не скрывая, я горжусь тем, что у меня получается как-то себя менять, и я этого хочу, поэтому, как я У считаю, тебя это 5 лет назад правильно. был образ такой, немножко более такой жесткий. Да? А мне кажется, как-то Нет, даже на да. фотках ты как бы, ты гораздо так суровее смотришь Это, в наверное, камеру, вот та ты- неудачная фотосессия, которая у меня была. Нет, там все красиво, но то есть ты Я имею в виду транслируешь, по эмоциям. да, считывается такое, знаешь, такое немножко холодное, Я даже такое знаю, о чем ты говоришь. отдаленная такая дистанция. Да. Вот. И- Это был просто сейчас, неудачно наоборот, как бы ты выбран притягиваешь образ к для себе людей. съемки. Я очень надеюсь, что так и происходит. Вот. Но тогда, да, это было просто... Не то, что плохая съемка, она была в плане качества крутая. И Не те эмоции показала. Да, просто мы выбрали неправильную эмоцию, и неправильную идею с эмоцией для той съемки. Поэтому она как-то вот с такой стороны меня показала. Ты везде показываешь себя, в принципе, в одиночестве. То есть ты как бы везде такая востребованная, все думают, все меня жалеют. красивая. Но ты везде такая девочка, такая одинокая, такая везде как бы там, либо, то есть тебя кто-то снимает, это понятно, но в большинстве- Я понимаю, о чем ты на говоришь. всех фотографиях везде как бы ты одна. Это такая игра с фанатами, что, мол, как бы, ну, потому что если увидят тебя в паре и поймут, как бы, что у тебя есть молодой человек, у вас там долгая любовь, и вот это вот все, то какая-то часть от них, ну, не хочу сказать отвернется, но как-то, то есть Нет, огорчится. это не специально, это... Я не знаю, почему, на самом деле, просто так происходит. И он просто не любит камеры, потому что когда я с ним говорил поначалу, да, я говорю, Артем, ну пару слов. Не-не-не-не, говорит, я не в кадре, меня вообще нету. То есть Так он говорит, почему стоит- диджеем быть перестал? Потому что ему комфортнее за кадром, чем здесь, понимаешь? Поэтому он себе там где-то... Но в отношении ведения своих страниц это не специально. То есть просто мне кажется, что у меня есть моя личная жизнь, там, даже если ты посмотришь там, фотографию с какими-то друзьями или с моей семьей,
Я тоже не публикую, потому что я не вижу в этом смысла. Ну, то есть для личное чего? должно оставаться у тебя личным. Не то, чтобы я это скрывала там под 7 замками, не дай бог, кто за... Нет, это просто это как-то не афишируется. Вот. И очень смешные, кстати, комментарии бывали, когда я делаю какой-то пост, где я ужинаю, знаешь, там в отеле просто спустясь на первый вниз, быстро перекусить и добавляю какую-то сторис, и мне сразу приходит, по-моему, это было во Франции, мне сразу приходит 6 сообщений: Олеся, мне так тебя жалко, ты все время одна, у тебя вообще есть друзья, ты вообще с кем-то общаешься? Я сейчас понимаю, что, да, возможно, ну, не без причины создается такой какой-то образ, что я какой-то псих-одиночка, который там, знаешь, отшельник. Возможно, это... Послушай, еще раз, ты молодая, красивая девочка, ты выступаешь на больших сценах, у тебя понятно, что у тебя есть куча фанатов и поклонников как бы мужского рода, мужского пола, и... Ну, показывать им, как бы, что ты в паре, возможно, это и правильно, что ты этого не делаешь. Ты имеешь в виду именно о паре или вообще о том, что у меня ведение соцсетей, это я чаще всего Нет, там не... я имею в виду именно про отношения в паре. То есть, Не знаю, это просто так изначально я начала вести свою страницу. И опять-таки, повторюсь, это не специально продуманный какой-то там ход. Просто так сложилось и так идет. Все. То есть чего-то там супер заумного я там сидела, просчитывала какую-то стратегию ведения. Нет, не было. То есть конспирологии за этим нет? Нет. Это просто так вот произошло. Но я буду чаще, может, я буду теперь еще, не знаю, с друзьями какими-то публиковать, там, с кем-то, может, фотки, чтобы не думали, что я не одинока, у меня все хорошо. У меня есть друзья. У меня есть друзья, у меня есть семья. Нет, на самом деле, да, это просто такое ведение страниц. Но если я увижу, что прям кого-то это сильно волнует, и прям они переживают... Сейчас после нашего разговора Олеся начнет заниматься самокопанием. А почему так про меня думают? Нет, не начнется. Нет. Я после того, как получала эти комментарии, я сначала так задумалась, думаю... А потом, с другой стороны, ну, я думаю, каждый артист, он чаще всего путешествует один. То есть, да, могут присоединяться там в каких-то городах менеджера или еще кто-то, но чаще всего ты путешествуешь один, поэтому, ну, а как ты будешь, что ты в самолете будешь кого-то там сфоткайся со мной, чтобы не думали, что я одинок, там, знаешь, вряд ли. Поэтому чаще всего так и получается, что я там делаю какие-то, там, привет, я прилетела в страну, я быстро сделала селфи, у меня нет, там, знаешь, выставлять штатив, профессиональную камеру и выделать какие-то фотографии. А ты, кстати, сама как со съемкой? Ты снимать умеешь? Пару лет назад я каталась еще с то есть камерой. Камеру, свет, да, у меня была камера, не помню какая, или Nikon, или какая полупрофессиональная для фотографий. И даже с собой штатив таскала, и там выстраивала все эти кадры. У меня это занимало часа 3. И вот в последний раз я сказала, ну, Ване, плюс это почему-то такие фотографии чаще всего не так интересны людям, как какие-то как твои селфи. Живые, знаешь, вот в моменте ты сделал там, вот, смотрите, я здесь, и мне кажется, они кстати, выглядят вот более живыми, и людям они как-то интереснее. Давай, как раз. Селфи? Да, давай делаем Вовремя. селфи. Хотя я уже, в принципе, знаю ответ на этот вопрос, но проведя сегодня с тобой и с Артемом целый день, вот, но все-таки он должен быть задан. Ты хедлайнер сегодня очень крупных рейвов по всему миру. Ты очень популярный, ты очень востребованный, ты очень много гастролируешь. Как ты считаешь? Пока не самых крупных. Достаточно Помарочка. крупных. Достаточно, да. Как ты считаешь, вот лично ты, у тебя есть какая-то звездная болезнь? Она была. Ну, я думаю, как у любого человека. Она была, но у меня есть замечательный человек Артем, который не обсыпает меня комплиментами и лишними какими-то положительными словами, поэтому он очень быстро это Пресекает. пресек, да. Но то есть и и как бы... отсутствие звездной болезни, это тоже заслуга Артема? Ну нет, ну давай прям не будем все ему отдавать медали. Это ты говоришь? Не, ну и плюс смотри, ну как звездная болезнь. Опять-таки. А в чем она выражалась? Вот ты говоришь, давай была. смотри, В чем это я же не выражалась? на том уровне, прям как самые топовые артисты в моей сфере. Вот когда, наверное, я буду, если я буду, надеюсь, на их месте, то я тебе позвоню и скажу, что произошло. На момент, когда просто, например, у меня там YouTube-ролики начали набирать все больше просмотров и начало создаваться какое-то уже небольшое комьюнити, ну как оно, в чем проявлялось? Так сложно прям что-то одно выбрать, я не знаю, но как-то ты слишком себя, возможно, много
перехваливаешь, переоцениваешь, знаешь, и вот как-то так она у меня проявлялась, типа, вот я теперь... Я не знаю, может быть, как бы у тебя были моменты, когда ты там требовала себе лимузин. Нет, там. этого никогда не знаешь было. что? А я знаю. А у тебя есть бытовой же райдер? Да. А можешь показать? Ну, у меня телефон у Артема, но я тебе и так скажу. С меня даже менеджера уже смеются, особенно южноамериканские, с которыми мы провели там около, по-моему, уже 3 туров, и они так прям... Мы уже как семья, знаешь, и они смеются, говорят, так, бытовой райдер, самое главное, это утюг и хороший интернет. И все. Да, это все, что я То есть прошу. даже ром с колой, который в свое время был нужен, уже не нужен? Из такого, что у меня там есть, это полотенце. Нет, даже полотенце нет, это только в украинском. Сейчас я попросила добавить, чтобы полотенце, потому что салфетки часто я пытаюсь найти, не всегда находишь. Ну, короче, знаешь, когда ты прям в порыве вечеринки, с себя вот так весь пот сходит, конечно, хочется чем-то выйти. это Полотенце, понятно. да. Нет. Утюг. Отели. Отели 5 звезд? Нет, по-моему, там, кстати, таких каких-то жестких рамок нет. Главное, чтобы там не было хотя бы клопов, чистая ванна была, чистая постель. Потому что однажды я приехала в один украинский город, даже не город, а это была Одесская область. И мы нормально идем, да? Ничего не слышно? Да, ну там ерунда. Значит, это была Одесская область, город Рассейка. Рассейка? И Рассейка, да, запомни, у меня даже блог есть об этом ужасном месте. Прервались. Рассейка, это... Да, значит, по бытовому райдеру мы определились. Это и вот Всё очень скромно. в перерыве в Полотенце секунду, и- да, я уточнила еще вот у Артём Артема, что подсказал навсегда, литр да. Джек Дэниелс, да, и Ну, бутылка это, воды. честно сказать, в большинстве случаев я выпиваю из этой бутылки, ну, может быть, 50 грамм, а остальным я просто угощаю всех, кто приходит. Я думаю, так чаще всего Ну, и короче, происходит, бытовой райдер поэтому- у тебя скромный, все понятно. А по поводу рассейки, да, это был такой опыт, после которого я добавила очень много пунктов. Вообще создала бытовой райдер. Что там было? Значит, у меня было 2 перелета. Я не помню, с какой-то вечеринки перед этим я прилетела в Киев. Сразу переоделась на следующий рейс внутренний из Киева в Одессу. И там еще на машине несколько часов по ужасной дороге, такой полевой, где меня и укачало. И я потом нюхала там всякие нашатыри. Короче, не очень хороший опыт был. И когда я приехала, отработала сразу же, мне говорят, ну вот ты будешь жить в этом вагончике. А у меня вылет следующий был утром часов через 8, наверное. И, значит, я захожу, это обычный вагон, который раньше, я не знаю, использовался как или Караван. трамвай, не знаю, что Понятно. вот такой этот обычный. И там стоит такое, типа, как что-то похожее на кровать, а на ней белоснежная простыня, и на ней так много-много-много движения. И, значит, я всматриваюсь и понимаю, что это, короче, клопы, это я не знаю что. В общем, а прикинь, я до этого не спала, часов не знаю сколько, больше, чем сутки. После сета я отыграла там 2 часа. То есть, понимаешь, да, организм физически истощен. И я так хочу спать, но я понимаю, что я даже сесть боюсь туда, чтобы они через мои джинсы просто не пролезли и не уничтожили мое тело. Значит, я просто взяла, сняла с себя жакет, сняла там какой-то свитер, вот так вот постелила его, аккуратненько села и просто начала плакать. Мне так было себя жалко. Это был первый и последний раз, когда вот такая ситуация происходила. Мне было так себя жалко, что я просто позвонила кому-то, не помню, или маме, или Артему, да, и, в общем, я говорю, мне так хочется А спать, ты была я одна, так да? устала, да, говорю, и мне так обидно за себя, что вот так вот произошло. Короче, я сняла этот блог о рассейке, высказала там все, что просто в моей голове было, уехала туда, и вот по сей день это уже, Какой трэш. наверное, лет, я не знаю, 7-8, может, прошло, очень давно это было. Это было самое худшее, hospitality, не помню, как на русском уже, видишь? В общем, Ну, понятно. да, это было самое ужасное, Прием. самый ужасный прием, который у меня когда-либо был. Поэтому после того у меня есть бытовой райдер. Я, в принципе, узнала, Что, в что есть принципе, бытовой очень райдер, скромно. да, и уже начала как-то постепенно туда добавлять, что как, и вообще создавать потом и какие-то контракты, знаешь, чтобы уже все было говорено и понятно. У тебя есть мечта? Мечта? Ну, какой-то конкретный, так, чтобы... Нет, но... Нет, я думаю, что... Ты так спросил, я прям...
Нужно подумать. Я думаю, что... Ну вот что-то, чего бы ты там очень хотела, там всю свою жизнь. Не знаю, у меня такая, как мне кажется, мне очень нравится моя жизнь. И все, что у меня появляется с каждым разом, что меня удивляет, поэтому еще о чем-то мечтать, мне кажется, это уже звездная болезнь. Знаешь, когда у тебя столько всего есть, ты путешествуешь, ты занимаешься любимым делом, у тебя есть возможность там сделать что-то хорошее для своей семьи, помочь как-то, также поехать и показать им какие-то другие страны. Ну, иногда мне кажется, что я живу в мечте. То есть вот настолько мне нравится все, что происходит. Конечно, не все всегда так розово, знаешь, там и есть свои нюансы, но если ты не акцентируешь на этом внимание, а как я тебе говорила в самом начале, больше фокусируешься на том, что хорошего у тебя есть, то, конечно, так намного проще жить. Поэтому... Хороший слоган. Хороший слоган для финала. Я просто не хочу тебя сейчас обманывать и придумывать. Нет, нет. И у меня, знаешь, в голове так, о чем бы я мечтала, Но я понимаю, что у меня сейчас в жизни столько всего хорошего происходит, что еще там чего-то от жизни просить или думать, что у меня могло бы быть что-то еще, ну, тут уже как-то, это, наверное, перебор. Хорошо, а кумир у тебя есть? Кумир? Нет. У меня есть, например, если в моей сфере деятельности есть, конечно, артисты, которыми я восхищаюсь, которые мне нравятся. Не связаны с музыкой? Только не семьи. А то мне обычно начинают говорить бабушка, папа, брат. Нет, я бы сказала, что это, наверное, Артем, но я тебе объясню почему. Потому что я очень восхищаюсь тем, насколько он умеет сам себя реализовать без помощи кого-либо. И таких людей, мне кажется, ну, правда, очень-очень мало. И вот он для меня в какой-то части кумир, потому что с папой, к сожалению, у меня отношения не очень сложились. И вот, наверное, да, ты говоришь, что это семьи, там бабушка, все, но вот для меня, наверное, это Артем. И вот у меня есть восхищение тем, как он добивается того, чего он хочет, всех результатов. И мне иногда кажется, что ну, нет ничего в этой жизни, чего бы он не добился, если он этого хочет. И вот это тоже как бы меня мотивирует в моей жизни не отставать, потому что я очень сильно ленивый человек. Мне бы поспать, посмотреть фильм. Так не выглядит. Там, знаешь, вот, поэтому... Сразу так и не скажешь. Вот, Артем, тебе тоже повезло. отчасти. Где он? Вот. Тебе повезло. Да, Тебе поэтому меня повезло. это очень сильно мотивирует. И мне кажется, знаешь, что если ты в жизни хочешь вот добиваться, не то чтобы добиваться, а развиваться и достигать каких-то новых целей, то тебя, опять-таки, должны окружать такие же люди, которые, скорее всего, даже выше тебя в каких-то моментах, знаешь, там, успешнее, умнее, вот просто лучше, может, в чем-то. И тогда ты за ними тянешься, и ты всегда мотивирован тем, чтобы развиваться и не стоять на месте. А вот скажи, вот, кстати, вот насчет того, что мы говорили, невосприятие в клубах и, ну, поначалу то, что было. Не в клубах, а другими артистами. Да, другими артистами, другими промоутерами, ну и в принципе и в клубах. А ты когда-нибудь сталкивалась с харассментом со стороны там промоутеров, арт-директоров? Харассмент, а напомни, что это? Домогательство. Ну, в смысле, были ли у тебя какие-нибудь, мол, давай, я тебя закрою, но идем? Нет. Вот такого плана? Никогда. Никаких таких предложений непристойных, намеков никогда ничего не было? Нет, наверное, мне очень везет, но нет. Тебе прям повезло. Я бы не хотела. Тебе прям повезло, на самом деле, да. Потому что, Прям, ну, как бы такого... Да, даже намеков не было. Нет, никогда. Возможно, ну, может, что-то могли писать там какие-то в личную сообщения. Не, ну, это понятно. Но нет, вот так, чтобы лично в рабочих моментах никогда. Ты помнишь свой первый гонорар? Гонорар?Артем, ты помнишь мой первый гонорар? Я Первая думаю, вечеринка она была за без деньги. гонорара. Нет, первая вечеринка за деньги. Мне кажется, 200 гривен. $25? 200 или 300 гривен, да. На тот момент, но это не те $25, которые сейчас. Понятно. Это были прям... Нет, было 25 долларов. А? 25 долларов. 200 гривен. Да, еще раз повтори. $25. Да, $25. Вот это память у человека.
Сколько? Поверь мне, 12 лет назад? Все мои бочины помнят. Это ужас. Это очень невыгодно жить с таким человеком и общаться, который такую хорошую память имеет. Такая, дорогой, я потратила не дай бог 2000. Ни хрена, ты потратила 15. 15 700. Не дай бог обидеть такого человека, там прям вспоминается все. А вот, кстати, я абсолютно другой человек. У меня память в этом плане очень плохая. Ну, потому что как бы ты Я творческая пытаюсь личность. запоминать, знаешь, там, все, вот этот человек мне там нашкодил, я запомню. Нашкодил. Месяца два, и я забываю. Нашкодил. Есть такое слово «нашкодил»? Есть. Есть? Есть, но просто так, ты так забавно его вплела, это так мило, нашкодил, да. Была ситуация где-то месяца полтора назад. Мама одного моего близкого друга, зная, что у него скоро будет юбилей 30 лет, и как бы она знает, что он от тебя фанатеет, вот, она написала тебе в личку. Ты ее перенаправила к Артему. Да, я помню Вот, да, Артем ей сказал, пожалуйста, 30 тысяч долларов, как бы, но мы в ближайшие там месяц-полтора приедем, собственно, опять в Тель-Авив, поэтому вам не надо тратить 30 тысяч долларов и так далее. Вот. Он, кстати, позавчера был. 30 тысяч долларов. Да, он Конечно. позавчера был, он весь такой счастливый, довольный, но сейчас речь не об этом. Вот, что я, собственно, хотел спросить. 30 тысяч долларов – это действительно ценник, который вы платите за корпоратив, потому что там речь шла о корпоративе, ну, как бы о праздновании дня рождения. Я понимаю, разумеется, что в Я клубах думала, как ты бы шутишь за 30 тысяч долларов. Какие 30 тысяч долларов? Ну, там, а сколько там было? Может Я быть, до она мне последнего передала. думала, что это ты Не. просто... То есть ты не знаешь, сколько он реально берет за тебя денег? Ну как? Иногда знаю, иногда Ну, нет. примерно. Примерно? Ты хочешь гонорар мой знать? Нет, гонорар твой в клубе, понятно, что ты не скажешь, он варьируется. А гонорар на корпоратив? Это также варьируется. Смотри, бывает такое, что вот, например, у меня был корпоратив, где я должна была играть там 1,5 или 2 часа. А там все так классно шло, что мне не хотелось уезжать, люди не хотели отпускать, и мы просто продолжили до последнего, там, часов, не знаю, 5 я играла, может больше. Поэтому тут уже совсем другая цена. Может, она останется такой же. Это все зависит Подожди, от то есть вы не разных захотели моментов. уезжать, вы продолжили играть, Нет, но после этого вы ребятам- взяли деньги за все эти оставшиеся 3 Нет, часа? или как? это все зависит от тебя, как ты договоришься. Опять-таки, это лучше, может, интервью взять у менеджера, я не знаю. Я Так просто не менеджер хочу хочет в сказать... кадр. А? Так менеджер не хочет Ну, в кадр. значит, можем переходить к следующему вопросу. Следующий вопрос. Ладно, хорошо. Какой был самый высокий гонорар, который вы получали? Просто понимаешь, у менеджеров есть еще как бы ставка, с которой они там еще что-то могут кому-то другому менеджеру хорошо, или это себе. выше И как 30 бы тысяч что долларов? доходит до меня, я не знаю. Это не выше 30 тысяч долларов. Окей, хорошо. Это ответ. Мне кажется, я отлично спрыгнула, Это да? ответ. Нет, ты хорошо, да. Ты хорошо вот так вот. Очень удобно иметь менеджера. Ты хорошо плаваешь, да. Ты не так давно снимала в сторе новую бэху с бантиком. Да, Твоя? моя. Поздравляю. Спасибо. Прикольная. Да, Сколько стоило? немало. Но это больше... До этого у меня был седан, да, эта машина называется? Седан был. И это было не Это очень... X5 был, по-моему. Нет, до этого было. Был обычно у меня седан, и учитывая, что мы все время катаемся по каким-то таким задницам и украинским дорогам, это одно и то же, да. Поэтому как бы мы решили, что взять машину побольше, и которая будет везде проходить и выполнять... Точнее, быть для тех целей, которые нам надо, это прям супер вариант. Поэтому сейчас я спокойно вот могу собрать всю свою студию в одну машину и ехать куда хочу, и делать съемки. То есть для этого больше было для этих целей. Передвижения, Да. это все понятно. Машина, в принципе, это не дешево всегда, поэтому... Слушай, ну в Израиле это особенно дешево. В Израиле здесь Я- 105% Дешево у вас- не дешево. не- а, 105% налог. Если ты за свою машину, допустим, заплатила 50 тысяч долларов, то здесь она будет стоить 100. Да, я слышала о ваших сумасшедших Кстати, условиях. а выше 50 тысяч долларов? А тут можно на менеджера спрыгнуть? Нет? Выше? Выше. Я же не спросил, новый он или но нет. ты должен помнить, что со мной всегда присутствует менеджер, который очень умеет классно торговаться и даже умудряется торговаться там, где Так он, нельзя наверное, еврей. торговаться.
Так он, наверное, еврей. Поэтому даже придя в магазин, он там сумел сторговаться. Поэтому Нет, ну в магазине как бы это и, это и место, где нужно торговаться. я, честно, я никогда, вот, зайдя в обычный магазин, я не знала, что можно так делать. Ее на рынок где-нибудь в Стамбуле отпускать нельзя. Ни на какой рынок. 200 для тебя? А, 200, да. Я такая, да, ой, это еще со скидкой, наверное, спасибо вам большое, вы такой добрый человек. Да, я все-таки не чувствую вот эту вот нотку наебалова, извини за выражение. В вашей семье, ну, по факту, главный добытчик – это все-таки ты. Нет? Ну, почему не ты? Ну, это как, если... Нет, то, что Артем делает все за кадром, это все Ну, понятно. это Но смотри, в это как принципе, есть в принципе, компания, в которой два Есть фронтмен. человека, которые управляют компанией. Нет, почему? Ну, потому что Есть ты же фронтмен. не всегда же бывает в компании один владелец, правильно? Не-не-не, я не про это. Я про то, что как бы твое лицо, твой образ, он известен по всему миру, и ты фронтмен. То есть, допустим, не дай бог, да, но вот если завтра вы расходитесь, то ты остаешься быть мисс Муник. Да, но у меня нет Артема, который Это также да. выполняет очень большую роль в Это этом да. проекте. Это да. Но в принципе менеджеры себе любой артист может найти другого. И любой другой менеджер может найти себе другого артиста, чтобы его менеджить. Да, да. Да, но как бы вопрос не об этом. Вопрос о том, что по идее так получается, что деньги-то платят как бы тебе за твое выступление, за твое лицо. Ну, в принципе. Выступление Потому что выступление выступаешь ты. это уже конечный продукт. А все, что мы до этого Инфраструктура и делали, всё- да, всё до этого. вот это имеет смысл. И вот здесь уже обязательства разделяются 50 на 50. Я объясню, к чему я спрашиваю. Как бы, нет ли у вас, у вас каких-то комплексов на ту тему, что ты зарабатываешь больше? То есть нету ли вот этого, нету ли этой повестки? Честно сказать, вот за 11 лет я, наверное, даже ни разу не думала о том, что я зарабатываю, а не мы То есть зарабатываем. это всегда командная работа? Да, вот если, например, у Артема там был какой-то, он увлекался каким-то кофейным бизнесом, вот здесь я чувствовала, что как бы Не имеешь к этому я не имею отношения никакого никакого. отношения, да, это как бы вроде бы и общий бюджет, но я понимаю, что это его. То в нашем проекте я не делю это, что я где-то там больше, или у меня это все равно. Поэтому, потому что он без меня не сможет, что я без него не смогу, и это все в комплексе. Поэтому я бы не делила, нет. Отличная позиция. На фоне этого прекрасного вида в нашем порту в Яффу, я не люблю обычно спрашивать такие вопросы, как бы, но я все же спрошу. Планы на будущее твои? Планы? Ну, в основном они, наверное, связаны, конечно, в большей мере с моей работой. Когда ты говоришь, что у нас есть, у меня есть уже какая-то там, как ты сказал, не помню. Известность, популярность, да. востребованность. Как мне кажется, я еще только очень-очень далека от тех результатов, которые бы мне хотелось иметь. И я думаю, что еще впереди достаточно трудный, но интересный путь. Вот. И я надеюсь, что без изменений в плане... Я не закончу с диджейством, надеюсь, что у меня все так же и будет продолжаться. Вот. Ну и я думаю, что один из таких уже личных планов, я бы хотела показать своей маме как можно больше разных стран, так как у нее не было возможности, к сожалению, путешествовать, поэтому сейчас мы нагоняем это все, вот, поэтому как-то так. И, конечно же, развиваться. А дети? Ну, конечно Есть же. планы? Хочешь детей вообще? Очень хочу. И я Ну, ты же причем... понимаешь, что это тормознет карьеру. Абсолютно нет. У меня есть достаточно много примеров девушек-диджеев, которые, некоторые из них даже, например, вели там свои соцсети на протяжении года, и потом вот пост, вот у меня там уже ребенку 2 месяца, и ты такой, как? То есть не было ни намека на то, что, знаешь, у человека как-то в семейной жизни было пополнение. То есть это пример того, что это возможно, и тем более в современном мире, слушай, я думаю, это уже не так трудно сделать, как это было еще 5 лет назад. Поэтому меня это абсолютно не парит, это не проблема.
И... Thank you! Да, поэтому, конечно же, дети у меня также есть, и я думаю, что в ближайшем будущем. Так прикольно, как что тебя узнают на улице. В Украине тебя узнают? В Украине На улице. бывает, но это чаще иностранцы. Да, но бывает. Не так часто, периодически, время от времени, да. То есть за границей тебя узнают больше, чем дома? Смотря в каких странах. Если, например, там, вот мы были в Париже, там гуляли, по-моему, никто не подходил. Если в Аргентине, конечно, больше. В Израиле много людей, которые подходят, говорят какие-то приятные слова и там фотографируются иногда. Мне Олесь, нравится. спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое за Было этот очень день. приятно. Ребят, у нас была Олеся Аркуша, мисс Муник. Это без цензуры. Оставайтесь с нами. Увидимся. Подписывайтесь. Да, кстати. Пока-пока.